Всем хай! Есть программа на стенку с двумя уклонами. Один уклон, второй уклон. И первый уклон можно считать фаской. Что у нас по параметру? Отсчет идет по Z. Старт, шаг, конечный Z. Решетка 4. Или 0, или 1. Если 0 это шаг по Z, если 1 шаг вдоль линии. Для двух линий он будет разный. Здесь он рассчитывается для первого угла, для второго. А здесь выбор идет или 0, или 1. И используется шаг Z или шаг вдоль линий. Так, что мы творим? Это вот положение рассчитывается. Это последний Z для первой линии и первый Z для второй линии. Рассчитывается он пересечением двух прямых. Берем справочник высшей математики Выгодского. Там есть каноническое уравнение и уравнение, проходящее через точку. Вот это каноническое уравнение. А это уравнение, проходящее через точку М с координатами x1, y1. Вот я забил. Для меня это точки угла. И они у меня есть здесь, в параметрах. Есть еще припуск, пятый, решетка. Радиус инструмента, радиус зуба. Точка угла первого x и z и сам угол. Угол отсчитывается от оси x. Здесь решетка 10, решетка 13. Рассчитывается точка пересечения. Вот это вот. Как она рассчитывается? Это уравнение, проходящее через точку. Это два уравнения для первой линии и для второй линии. Система уравнений, и у них решение одно. Преобразуем первое уравнение. Отнимем от первого второе. Y минус Y. И здесь я отнимаю попарно. От этого. Вот у меня что получается. Минус К1, Х1. Минус на минус дает плюс. К2, Х2. Y1 минус Y2. Вот и получилось. Y минус Y0. Здесь выносим X за скобки. Теперь это кусок слагаемых выносим в левую часть со сменой знака. Минус х умножить на k1 минус k2. А здесь оставляем. Тут я переставляю местами вот эти плюс и минус, чтобы лучше смотрелось, чтобы минуса не было в начале. Раскрываю скобки, меняю местами от переменной меж слагаемых, сумма не меняется. Поменял местами, опять вынес x за скобки. И чтобы теперь получить x, надо это выражение разделить на вот это. Вот я написал. Теперь К2, К1 у меня рассчитались. Тут это тангенс углов. Х2 это точка. Х1 это тоже точка. Y1 точка. Y2 точка. Поэтому все переменные нам известны. Теперь вместо этих просто подставляем наши параметры, что я здесь рассчитывал. Получилось такое выражение для x. А для нахождения z, кстати, у нас вместо y идет z. Здесь у меня вертикальная ось, это ось z. И подставляя во второе уравнение полученный x, получаем z. Вместо y у меня идет z. Вот это у меня тут и сделано. Вот x intersection, z intersection. И находится решетка 22, минимальный z.
И потом, благодаря этому Z, я решаю, где фреза работает, на этом угле и на этом. Вот, if, если Z меньше, чем 22, тогда у меня шаг меняется на 18 и, соответственно, пойдет. И, кстати, вот тут я рассчитываю вот 23, 24. Это положение фрезы для первого угла, это положение фрезы для второго угла. И в зависимости, где находится выше или ниже решетки 22, я использую или 23, или 24. Если Z меньше, чем решетка 22, тогда 23 равняется 24, а 17 равняется 18. И на будущее я рассчитал 25. Это расстояние между краем фрезы, или вот здесь край фрезы, и точкой угла. Это, если контур фрезеровать, то это будет припуск на контур этот, который будет меняться в зависимости от Z. Ну, что у меня получилось здесь? Так, у меня здесь 120. Ну, это мы сейчас сделаем. Здесь не 120, здесь 10. X. Почти вертикально, ну, ближе к этому. Сейчас сделаем 120, угол 20, а здесь сделаем 40. Так, и сейчас увидим разницу. Припуск равен 0. 8, 8. X 120. Z 0. Угол 20. X минус 20 минус 80. Угол 40. Ну, оставим. Делаем 70. Запускаем. Ну, тут долго смотреть. Лучше посмотреть симочки. Кстати, вот это вот второй угол равен не 90, 90 нельзя, потому что тангенс 90 будет 0 равен. Вот 89, 4 девятки. И практически получается вертикальная стенка. Здесь у нас y, x минус 33 и x минус 33. Вот здесь. Так что практически вертикальная стенка. Здесь у меня единичка сделана. Шаг по линии. Если ее сделать 0, будет шаг по z. На маленьком углу большой шаг по x идет, а на второй линии шаг идет поменьше. Из-за того, что угол вертикальный. 40 можно сделать. Вот что получается. Здесь у меня убрано G0, чтобы лучше было видно. Всем удачи. Всем пока.